Всем привет! Тематика сегодняшнего видеоролика – сборные масштабные модели, и в сегодняшнем видео я хочу вам показать содержимое набора для самостоятельной сборки от французского бренда Alizan. Это довольно известная компания в Европе, которая существует давно. Она выпускает различные спортивные, гоночные, дорожные автомобили, и у них ассортимент представлен из такой техники, которая не предлагается другими производителями на сегодняшний день в 43-м масштабе. Мы рассмотрим довольно редкий итальянский суперкар Cizeta Marauder V16 T-Spider, который копирует прототип 2003 года. И такая модель на сегодняшний день больше никем другим не представлена. Не так давно выходила модель с закрытым типом кузова у компании KES. Она продавалась за 99 евро и предлагалась в нескольких вариантах окраски. У Alizan, кстати, тоже есть закрытый вариант кузова. Модель продавалась как в готовом собранном виде, так и в виде неокрашенного и окрашенного кита. И эти модели стоили примерно 150 евро. Я сейчас посмотрел, на аукционе продается одна готовая модель от Alizan, и за нее просят 175 евро, модель находится в Японии. Что касается моей коллекции продукции этого бренда, то у меня порядка 10 наборов для самостоятельной сборки, и есть несколько готовых моделей, которые я тоже постараюсь вам показать в своих будущих видеообзорах. Давайте не будем медлить, распакуем коробочку, посмотрим на этот набор, выскажу свое мнение, что мне в нем понравилось, что не очень понравилось, что можно было бы доработать. Вы в комментариях тоже можете написать, какие сборные масштабные модели есть в ваших коллекциях, удалось ли вам их собрать или они ждут своего часа в несобранном виде. И также я вам приготовил для сравнения два корпуса несобранных моделей, которые есть в моей коллекции. Это Maserati Boomerang и спортивный Запорожец. Эти корпуса уже окрашены на заводе, мы просто посмотрим на то, как они пролиты, есть ли пузырьки воздуха в них и чем они отличаются от этого набора Alizan. И тут модель поставляется в маленькой коробочке. На одной из сторон есть наклейка с указанием бренда Alizan. Также указан прототип, который входит в данный набор, Cizeta Marauder V16 T-Spider 2003 года. Других наклеек на этой коробочке вы не найдете. Давайте аккуратно ее распакуем. И вот так выглядит данный набор. Первый пакетик содержит колесные диски, также тормозные диски, покрышки, шурупы и металлические оси. Мы эти элементы тоже рассмотрим более подробно чуть позже. Второй пакет содержит детали интерьера, также задние фонари, внутренняя часть колесных дисков из фототравления и должно быть где-то рулевое колесо. Далее у нас идет корпус, он запакован в пупырчатый пакетик. Также есть небольшая инструкция по сборке, но она не в таком виде, как мы привыкли видеть эту инструкцию в наборах AVD Models, а тут просто фотографии собранной модели, и по ним вам нужно собирать ваш несобранный кит. И тут также присутствует лобовое стекло и декали, которые идут в данном наборе. Ну, давайте начнем обзор с декалей. Тут мы видим осветительную технику. Конечно, осветительная техника в виде декалей это уже прошлый век, но не стоит забывать, что это довольно старая модель, и она разрабатывалась еще в докомпьютерную эпоху, то есть до того, как модели стали отрисовывать на компьютере и затем уже 3D-модель пускать на печатный станок. Также есть сеточка, надпись Cizeta, декоративные шильдики, поворотники тоже в виде декали, элементы на колесные диски и еще одна надпись Cizeta Spider. Следующий элемент это лобовое стекло, оно с шелковкой. Указано, какая сторона лицевая, хотя, честно сказать, разницы между двумя сторонами я не замечаю. И тут вам нужно самостоятельно вырезать лобовое стекло. Есть некоторые наборы, в которых лобовые стекла уже заранее вырезаны для вас. Вам их нужно просто аккуратно отсоединить от общего фона. А тут нужно самостоятельно аккуратно вырезать. Это тоже небольшой минус данного набора. Ну, покажу вам буклетик. Окрашенная модель в желтом цвете, выглядит довольно эффектно. И настоящий прототип тоже окрашен в желтый цвет и имеет красный салон.
Качество покраски готовых изделий на заводе тоже довольно нормальное. Я встречал неокрашенные киты, также окрашенные киты и готовые модели. Держал в руках. В принципе, еще раз повторюсь, по уровню проработки они приближены к продукции NeoScale Models. И давайте посмотрим на элементы, которые идут в пакетиках. Первый пакет, еще раз повторюсь, содержит колесные диски, также тормозные диски, металлические оси. И будьте аккуратны, когда вы распаковываете эти детали, чтобы у вас не потерялись мелкие ажурные элементы, которые потом сложно найти и изготовить самостоятельно. Так выглядит тормозной диск. Посередине имеется гайка крепления колесного диска, и не хватает в этом наборе тормозных суппортов. Ведь если вы соберете в таком виде колесный диск, установите его на этот элемент, у вас будут отсутствовать тормозные суппорта, и модель будет выглядеть не так реалистично. Хотя наборы тормозных суппортов Brembo продает, по-моему, из фотоотправления компания AEM. Кому интересно, можете найти эти элементы продаже в различных российских магазинах. Я тоже видел их в продаже, и, по-моему, у меня даже один набор где-то лежит. Также тут присутствует обод колесного диска. Отливка более-менее нормальная, хотя присутствуют пузырьки воздуха на задней стороне. И эту деталь нужно окрашивать серебристым цветом. И потом собирать колесный диск, одевать его на металлическую ось. Она по диаметру точно такая же, как отверстие. И оси здесь представляют из себя обычные прутки, которые нужно тоже подгонять по размеру, потому что они длиннее, чем ширина автомобиля. Покрышка. Покрышки разноширокие, но опять же, резина не самого лучшего качества, отсутствует боковая маркировка, и протектор здесь очень странный, который напоминает шины 50-х годов. И, конечно, такую резину лучше заменить на аналог от Maestro Models, но у Maestro, по-моему, не предлагается подобной резины для суперкаров. У них есть комплект покрышек Michelin, но они чуть больше по внешнему диаметру, и профиль покрышки ниже, чем вот эти. Также присутствует два шурупа для закрепления днища модели. И остальные элементы тут дублируются. Не буду их показывать уже. Давайте посмотрим на содержимое второго пакета. Панель приборов и центральный туннель. Этот элемент сделан из черного полимера. Сложно сказать, зачем изменили цвет детали. Ну, возможно, кто-то будет собирать и не окрашивать этот элемент, и у вас получится черный салон. Но опять же, еще раз повторюсь, у настоящего автомобиля салон красного цвета, хотя панель приборов черная. Качество отливки здесь тоже более-менее приемлемо. Есть некая фактура на боковинах. Интересно, это сделано специально или просто такая отливка. Но выглядит вполне реалистично деталь. Если посмотреть на кожаные изделия, то у них тоже присутствует фактура. Два сиденья. Левое и правое. Тоже нужно удалять литники. Отсутствуют видимые дефекты на деталях. И можно сказать, вот именно у этих деталей вполне хорошее качество литья. Посмотрим, как отливка у корпуса модели. Рулевое колесо. Тоже довольно интересный дизайн. Антикрыло. Этот элемент окрашивается в черный цвет, судя по фотографиям. Внутренняя часть колесного диска, звездочка
Ее можно окрашивать, можно оставить в таком виде. Воздуховоды на боковины, левый и правый. Обшивка дверей, тоже левая и правая. Стеклоочистители из фототравления. Не самое лучшее качество щеток. Я видел более ажурные детали, которые предлагаются на сегодняшний день. Но, в принципе, эти элементы можно заменить на другие щеточки. Задние фонари, левый и правый, они почему-то сделаны из оранжевого полимера. Хотя, с одной стороны, из-за того, что они оранжевые, их проще окрасить и разделить на сектора. Например, красным лаком вы окрашиваете центральную часть, а поворотники оставляете оранжевыми. Есть детали, которые изначально в массе окрашены красным цветом, и вот на них выделять поворотники гораздо сложнее. Так что тоже, можно сказать, это, с одной стороны, плюс, что деталь оранжевого цвета. Непонятный элемент прямоугольной формы черного цвета. Кому известно, что это за деталь, куда она идет, напишите в комментариях. Я не представляю, что это такое. Насадки на выхлопные трубы. 4 штуки. И, скорее всего, рукоятка переключения коробки передач. Давайте посмотрим на сам корпус модели. Корпус идет вместе с черным днищем. Оно отсоединяется. На днище указан прототип. Написано, что модель изготовлена во Франции. И производитель Alizan. Обычная плоская планочка, как на многих смоляных моделях от производителя Neo, Matrix и так далее. Хотя на более современных моделях Neo уже делал некую имитацию нижней части автомобиля, ходовой части, но не на всех, еще раз повторюсь. На большинстве это тоже просто плоская планочка. И вот так выглядит корпус. Он не окрашен, его нужно подготавливать перед покрасочными работами. И отливка не самая лучшая, несмотря на то, что здесь отсутствуют крупные дефекты, все же очень много небольших рытвинок. Это бывшие пузырьки воздуха, и они не в самых лучших местах. Нужно как-то их зашпаклевывать или заклеивать, потом зашкуривать поверхность, ее грунтовать и уже затем окрашивать. Я как-то давно вам показывал сборную модель от Neo Dodge Polara, и там отливка была, можно сказать, идеальная. Вообще не было ни одного пузырька воздуха, а здесь, конечно, с этим дела обстоят чуть хуже. И нужно убирать вот этот элемент, находящийся посередине. Это, можно сказать, подпорка, чтобы не сломалась рамка лобового стекла, и при отливке лучше получается пролить тонкий элемент. И смола здесь серого цвета. На моделях от Neo используется полимер бежевого цвета. И я, кстати, тоже, когда отливал свои модели, то у меня был полимер бежевого цвета. Разницы, возможно, нету, только отличается по цвету, но вот эта отливка мне нравится меньше, чем у Neo Scale Models. И давайте покажу другие корпуса, которые есть в моей коллекции. Maserati Boomerang от Neo Scale Models. Этот корпус уже окрашен на заводе. Хорошее качество покраски. И тут более продуманная модель. Как видите, элементы для закрепления модели к подставке — это отдельные пластиковые трубки. И это сделано для того, чтобы, если вы закручивали винт, он не повредил саму модель из эпоксидной смолы, потому что эпоксидка довольно хрупкая. Если притягивать сильно винтами, то может раскрошиться ваше отверстие.
Ну и качество литья, еще раз повторюсь, здесь мне нравится намного больше. Ну, вот такой корпус. И еще один корпус от спортивного запорожца. Не самая удачная масштабная копия, она отдаленно напоминает прототип. Есть очень много огрехов в плане геометрии, но тем не менее сам корпус тоже довольно интересен. И качество отливки здесь приближено к продукции Alizan. Тоже имеются пузырьки воздуха, хотя покрашен корпус более-менее аккуратно. Вот такая симпатичная масштабная модель, которую вы можете встретить на аукционах в продаже. Цена на нее, еще раз повторюсь, сильно варьируется. Если это не окрашенный кит, то он будет стоить чуть дешевле. Если это заводская окрашенная модель, она будет стоить намного дороже. И если это окрашенный кит, то он стоит где-то посередине между неокрашенным китом и готовой масштабной моделью. Пишите ваши комментарии, что вы думаете по продукции от бренда Alizan. Нравятся ли вам такие модели? Не забывайте поддержать видеоролик лайком, если он вам понравился. Также вступайте в мои группы в социальных сетях ВКонтакте и Фейсбуке. И жмите на колокольчик и можете заглянуть на мой второй канал. Там тоже выкладываются видеоролики на масштабные модели из моей коллекции. А на сегодня это все. До новых встреч. Пока-пока.